Всем привет, друзья! Приветствую вас на канале Power Device. На мой Redmi Note 10 Pro прилетела MIUI 14. В данном ролике я хочу поговорить о фишках, которые прилетели вместе с этой новой оболочкой. И в целом расскажу, что здесь изменилось. Друзья, сразу отмечу, что на этот смартфон прилетела стабильная и глобальная прошивка MIUI 14. Мой смартфон Redmi Note 10 Pro под индексом евро. Буквы EU. Версия MIUI 14.0.2, версия Android соответственно 13. Пойдем по порядку и пройдемся по всем фишкам, настройкам и изменениям, которые прилетели вместе с оболочкой MIUI 14. Также, друзья, к слову добавлю, если на ваш Xiaomi, Redmi или Poco прилетела глобальная MIUI 14, то все эти фишки, которые я вам сейчас покажу, не будут отличаться от ваших версий, потому как глобальная MIUI 14 практически одинаково урезана по сравнению с китайской версией, а все основные фишки именно в китайской версии. Итак, давайте зайдем в настройки. Первое, что здесь бросается в глаза, это переработанное меню. Xiaomi изменили внешний вид главного меню. Также стоит зайти в темы, нажимаем эту иконку, обои. Вот здесь во вкладке «Системные обои» появилось 6 новых обоев из MIUI 14. В принципе, они имеют достаточно стильный вид. Следуем далее, зайдем в настройки, рабочий стол, размер значков. Вот здесь в MIUI 14 появился пункт «Цвет фона». Сейчас стоит по умолчанию. К примеру, давайте поставим коричневый. Как видите, цвет этих значков изменился на соответствующий. Теперь поставлю зеленый. Отмечу, что здесь меняются гугловские значки, а также те, которые совместимы с этими изменениями, то есть далеко не все. Также к этому моменту стоит кое-что добавить. Зайдем в темы, нажимаем этот значок, компоненты, значки, и вот здесь, друзья, нужно выбрать классику, иначе наши значки не будут меняться. Это, конечно, очень странно от Xiaomi, но я специально для вас пробовал подбирать различные темы со значками. Ни одни из этих значков не меняются. Зачем Xiaomi сделали все эти изменения, я не знаю, если в их же магазине тем невозможно применять цвет к этим значкам. Но в целом такой стиль кому-то может быть интересен. Я просто собрал соответствующие значки внизу. Теперь мой рабочий стол выглядит так. Двигаемся дальше, друзья, и переходим к созданию больших папок. Для того, чтобы создать большую папку на MIUI 14, делаем щипок на рабочем столе. Выбираем какие-то приложения, можно даже выбрать одно. Вот здесь появляется иконка папки, нажимаем ее. Наши приложения переходят туда. Для удобства я переношу их сюда, еще раз удерживаю на них, появляется значок «Изменить папку». И вот здесь, друзья, можно выбирать увеличенный размер, либо XXL. Для примера выберу увеличенный. Выглядит это вот таким образом. В такую увеличенную папку можно переносить до 7 приложений. А вот в папку XXL можно переносить до 12 приложений. Чтобы вытащить эти приложения из папки, делаем щипок, с краю нажимаем на папку, выделяем эти приложения. Здесь их можно перетащить на любой рабочий стол, либо просто уводим в бок, появляется наш первый рабочий стол, и отпускаем. Теперь отвечу на один вопрос. Многие пользователи спрашивают, почему Xiaomi рекламировали на MIUI 14 различные супер виджеты, а также цифровых питомцев, а их здесь нету. Друзья, да, они вырезаны в наших глобальных версиях, но это не значит, что это нельзя установить на наши смартфоны. Я уже делал такое видео на своем канале. Можете перейти вот по этой ссылке и посмотреть мое видео, как я добавлял на свой Xiaomi супер виджеты и цифровых питомцев. Также эту ссылку оставлю в описании под роликом. Двигаемся дальше, и следующим обновлением для Xiaomi на MIUI 14 стала доработка плавающих окон.
К примеру, я запускаю приложение ВКонтакте, а также WhatsApp. Эти приложения висят у меня в фоне. Раньше на MIUI 13 можно было запускать только одно плавающее окно. Теперь же на MIUI 14 можно запускать одновременно два плавающих окна. Причем вот таким образом его можно убрать в бок и переносить здесь в любую точку. Для этого коснитесь верхней сноски и резко проведите в бок. И помните, что не все приложения поддерживают плавающие окна. Следующее обновление в MIUI 14 касается галереи. Зайдем в галерею, альбомы. Здесь, друзья, добавился такой пункт «Удаленные объекты». Теперь все удаленные фотографии хранятся в корзине до 30 дней. Также, друзья, есть еще одно обновление в галерее, которое, к сожалению, не коснулось моего Redmi Note 10 Pro. Оно появляется на некоторых среднебюджетных смартфонах, а также среднепремиальных и премиальных. Предположим, что вы сделали снимок, где есть какой-то текст, который хорошо видно. Вы просто удерживаете на этом тексте, смартфон его определяет и выделяет прямо с самой фотографии. Потом его можно скопировать, это очень удобно. Также эту функцию вы можете проверить в своих настройках. Нажимаем три точки «Настройки». Здесь у вас может быть функция «Определять текст на фото». Напишите, пожалуйста, в комментариях, появилась ли на ваших Xiaomi такая функция. Также я люблю проводить различные тесты и испытания. И, конечно, я не мог не испытать MIUI 13 по сравнению с MIUI 14. Ведь Xiaomi обещали нам, помимо тех фишек, которые я вам показал, более производительную систему, меньшую загрузку оперативной памяти и меньшее энергопотребление приложений. Я провел все эти тесты и сравнил MIUI 13 с MIUI 14. Видео вы можете посмотреть здесь, а также я оставлю ссылку в описании на все эти тесты. Друзья, если на MIUI 14 вы знаете еще какие-то фишки, которые я упустил, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. И если у вас остались какие-то вопросы, также пишите их в комментариях. К сожалению, на наших глобальных версиях Xiaomi это были все фишки. Остальное китайцы оставили себе. Желаю всем только качественных девайсов и правильных настроек. Пока-пока.